Играете вы себе в Elden Ring, ждете продолжения или DLC, и тут фромы такие говорят, что они делают новую игру, да у нее еще и цифра 6 в названии, а вы такие, что за фигня этот Armored Core, похож ли он на Souls, а зайдет ли оно мне вообще? Вот за этим мы и здесь. Я расставлю для вас раз и навсегда, в чем главные сходства и различия двух главных серий игр фромов, ведь мне довелось играть почти во все игры с обеих сторон, если честно, это даже жуть. И кто знает, может даже случиться так, что некоторые сходства вас отпугнут, в то же время как различия привлекут к Armored Core. Думаю, начать стоит со схожих черт и притом стартануть с самой главной схожести – требования к скиллу. Я даже не пытаюсь сказать, что обе серии прям такие уж страшно сложные, скорее тут речь про то, что у них порог хождения повыше, чем у большинства других игр. Обе серии требуют вашего внимания и вовлечения в процесс. И поначалу да, и просто моментами вы будете долбиться словно об стену горох и умирать. Снова и снова, ну и еще потом немного. А затем, как только вы разберетесь, вас ждет эйфория триумфа, и прежние потуги уже будут не так тяжелы. Фромы даже используют похожие приемы для обоих игр, вот копнем поглубже до демонов. Знаменитый босс, который вполне подразумевает, что вы помрете, и игра продолжится своим чередом. В Armored Core таких моментов тоже хватает, появляется явно доминирующий противник, которого вы по ощущениям и не должны победить. Лишь чтобы потом понять, что он был вполне смертен, хотя к этому моменту, скорее всего, меняется лишь ваше восприятие игры, нежели статы вашего персонажа. Так что если вам нравится именно это чувство, когда ваш скилл и вникание в игру вознаграждается, то вы смело можете нырять с головой из Соуса в Armored Core, пропуская всю остальную часть этого видео. Но для остальных любопытных это видео продолжается. Во многом плясать буду именно от сказанного выше, но речь уже пойдет о более конкретных механиках. В соусах вы прекрасно понимаете, что каждое действие имеет значение, и во многом это благодаря наличию стамины или выносливости. Каждый удар, каждая попытка избежать попадания, будь то спринт или кувырок, требует именно этот сочный кусок выносливости. Злоупотребление же приведет к тому, что вам каюк или вы окажетесь в ужасном положении так или иначе. То же самое вполне и применимо к Armored Core, ведь если вы хотите сделать любое действие, что не соотносится с обычным шагом, то вы должны тратить энергию. Даже добрая половина оружия тратит значительные куски энергии при использовании, так что умейте пользоваться своей стаминой в обоих играх, или вы мертвы. Соусы обладают интересной механикой, вознаграждающей ваше умение сохранять темп боя, когда чем больше и быстрее мощных ударов вы успеваете нанести врагу, тем выше шанс, что вы собьете вражескую стойкость и те откроются для сильной атаки. А еще накапливаемый статус-эффекты, когда если шкала дойдет до конца, эффект сработает, это гарантирует определенный бонусный урон, будь это быстрый эффект вроде кровотока или более медленный вроде яда. Подобное есть и в Armored Core. В более олдовых Armored Core была шкала температуры, если она доходила до своего лимита, Armored Core гарантированно получал огромную дозу урона, буквально плавление на ходу. Довести ее можно было двумя способами: угодить на слишком горячую поверхность или получать урон от врагов слишком долго и часто. И вы могли сотворить с врагом то же самое. Иначе говоря, опять отклик того, что скилловые игроки выигрывают все больше и больше, когда игроки, что портачат, наказываются все больше и больше. В более поздних корах, а именно в 4-м поколении, появилась механика Primal Armor, энергополе, но оно служило этакой слоеной броней, и она как раз уже больше похожа на ту самую стойкость, которая чаще невидима в именно соусах, но является главной механикой в том же Sekiro. Если сохранять темп боя и давить на врага, ну или когда он творит это с вами, то Primal Armor заканчивается, и вы начинаете принимать чистый урон. В рамках Armored Core 4-го поколения это почти мгновенная смерть, опять же схожесть на лицо. Умеете не только уклоняться, но и раздавать щи, как только, так сразу, и враг развалится буквально на глазах. Еще одна схожесть — это важность кастомайза. Вы должны все обставить так, чтобы ваш персонаж не страдал от перевеса. Подбор оружия экстра важен по ситуациям, или хотя бы ради того, чтобы найти самый подходящий стиль боя, который нравится именно вам. Это тоже применимо к обоим играм. Также построение некоторых уровней тоже может неплохо напомнить о том, как фромы любят заставать игроков врасплох. Засады, расстановка врагов. В корах, конечно, в последнее время начали доминировать локации более открытого типа, но когда дело сводится к малым помещениям, чувство дежавю вас не покинет. Скрытые отсеки за разрушаемыми стенами, враги за углом, что попытаются тяпнуть вас в спину, подлые ловушки — все это вполне есть. Ну и напоследок о схожестях построения сюжета, ну или вернее не такой уж большой акцент на нем. Герой у нас тоже на диво молчаливый и имеет условное обозначение. В соусах вы... Ashen one. A tarnished. A hunter must hunt. В то время как в Armored Core вы чаще всего... Если вы реально хотите прочувствовать вселенную и действительно понять, что происходит, то придется заняться чтивом. В Armored Core, конечно, может к счастью, может нет, копаться надо
но немного поменьше. На этом крупные сходства заканчиваются. Приступим к тому, в чем же их различие. Друзья, врать не стану. Sekiro и Bloodborne тоже уже достаточно сильно отличаются от основных Souls игр. Но если они находятся примерно на таком расстоянии друг от друга по различиям, то Armored Core где-то вот тут. Armored Core ни капли не про ближний бой. Ну, вернее, как? В Armored Core акцент на ближний бой примерно такой же, как в Souls'ах акцент на луках. Да, есть. Да, функционирует. Если как следует извратиться, то может и получится целиком игру пройти с оружием ближнего боя. Но проработано ли оно так подробно, как другой вид оружия? Нет. Armored Core про стрельбу из пушек и иногда даже на довольно почтительном расстоянии. Именно в пушках дальнего боя заключено многоликое разнообразие игрового процесса Armored Core. Крупнейшей разницей и, наверное, самым большим камнем преткновения будет структура мира. В Armored Core отродясь никогда не было и, судя по всему, не будет открытого мира. Строгая дележка на миссии с минимальными разветвлениями в большинстве игр. Так что если вы привыкли к тому, что игры Фромов это про огромные локации, где надо искать клевые сокращения путей, порой выбирать куда идти и в итоге оказаться в совершенно внезапных местах, то это да, это вообще не про Armored Core. В Core бывают огромные локации, но это скорее из-за того, что таковы условия миссии и даже в них есть границы, которые если переступить, то это автоматический провал задания. И сами задания редко когда рассчитаны более чем на 10 минут. Ну и если не стало понятно, то лута тоже, считай, тут нет. В некоторых корах валяются тут и там скрытые запчасти, но их довольно мало, так что если вы любитель пособирать лут, то этого здесь ждать не стоит. Также в Armored Core не принято иметь какие-то лечилки при себе. Редко когда посреди задания вообще выдается шанс вылечиться, это скорее исключение из правила. В 5-м поколении были этакие гаражи, что давали лечиться, но требовали все больше и больше за каждую новую починку в миссии. Но это, наверное, самое близкое, что вообще есть к подобному. То же самое касается и активного боезапаса. Если вы потратились полностью, то стрелять больше будет нечем. Так что то, что висит на вас, строго определяется перед заданием. Ну и напоследок осталась одна очень заметная разница, которая становится ясна, как только вы закончите среднестатистический Souls и какой-либо из Armored Core, а это время прохождения. Тяжело представить себе прохождение Souls'ов, которое внезапно займет меньше часов 30, особенно на первый раз. В то же время средний Armored Core при учете всего сказанного, и если не сильно застревать на одном участке, то в целом уходит не больше 10 часов. А некоторые, вроде Armored Core 4, можно вообще пройти за день, и то не в самом торопливом темпе. Некоторые из коров, конечно, больше рассчитаны на то, что вы будете играть в них снова и снова, пробуя иной набор миссий, но суть остается прежней. Поэтому я не сильно удивлюсь, если после выхода 6-й части большинство людей, включая тех, кто никогда не играл в Armored Core, в принципе, вполне реально пройдут игру в среднем за недельку. Такова природа этих игр. И вот теперь, дорогие мои любители хардкора, вы понимаете, в чем же сходство и различие соусов от Armored Core. В целом, надеюсь, вы все равно отважитесь попробовать 6-ю часть, когда она выйдет, даже если вас отпугнули некоторые различия или наоборот сходства между ними в этом видео. Ведь на мой взгляд Armored Core так или иначе достойная серия игр, которой тяжело подобрать аналогичную игру-заменитель. Но кто знает, может даже 6-я часть будет радикально другой в тех или иных моментах, и в итоге сказанное здесь даже не будет иметь значения.